Эй, друзья, всем привет! Сегодня у нас будет, естественно, опять рыбалка, да только вот проблема одна небольшая с утра настала, что товарищи, которые меня должны забрать, с которыми я должен поехать на рыбалку, вы их все прекрасно знаете, пока держу в тайне, кто это, скоро их увидите. Я надеюсь, отругаете их за то, что они, задерживаются и опаздывают, потому что я жду уже их очень-очень долго. Вот, сказали, выходи на улицу, сейчас мы подъедем, уже подъезжаем, и Никита стоит тут уже полчаса и их выжидает. Короче, ребят, их надо очень сильно наругать будет. Так. Кого мы видим, Опоздашки месяца. Вот опоздашки, уже рыбу ловить надо, уже почти бур расчехлил. Я что, вас тут должен годами ждать, что ли? Я уже стою 2 часа. Что ты там напарников снимаешь, с которыми сосать поедешь у плотвы? Я буду ловить больших лещей, огромную плотву и жирных давай. окуней. Я это постоянно слышу перед каждой это ты обычно рыбалкой. сосешь, Димон. Я не сосу, я ловлю много. Ну, судя по тем рыбалкам, которые с тобой мы всегда проводим, мы сосем. Неправда. Правда? Где ты просто этого не показываешь никому. Где такое было? А твои ожидания, Люк? Да я не знаю. Чтобы было не как в прошлый раз, да? Да. Да, расскажем нашим друзьям, что в прошлый раз... Был капец. Ну, в прошлый раз, мягко говоря, да, рыбалка не удалась. Я в прошлых видео говорил. Вот, а что мы с Илюхой были. Что? Да, давно у нас не было таких... Говори, что говорят неправду. Короче, ребят, давно у нас не было таких совместных рыбалок. Что, погнали, пора в путь. Илюнечка там дособирает сейчас. Да убирает, точнее, наш инвентарь рыболовный. Мы погнали, да? Все, поехали. Что, друзья, путешествие на супер клевые места. Такая криминальная дорога, Вон, машина ездит. Короче, нам надо добраться на ту сторону реки Обь, получается. Вот. Естественно, видите, вода открытая, да, на Оби. Конечно же, по льду тут не дойдешь, поэтому вот так вот придется идти нам всей бригадой вдоль моста. Опасно. Главное, вот поближе к обочине делать. Да, что только не сделаешь для рыбалки, да? Через какие только трудности не пройдешь. Все ради рыбы. Вон, тут вообще написано, проход запрещен, вход по пропускам. Ведется видеонаблюдение. У нас оно тоже ведется. Я очень надеюсь, что видеонаблюдение, которое будет вестись, оно будет с кучей разной рыбы. Вот, слушайте, а с этой стороны вот-то застыло. Здесь замерзшая получается, там вода открытая. Вон. Да. Вон, смотрите, вода открытая на Оби. Ну, точнее, такая промоина, прям огромная майна. А нам надо вон туда, вон где все. Да, друзья мои, вот так вот вешаешь, получается, через шею ящик и идешь, потому что вот эти вот все тропинки вдоль моста, они дорожки, не тропинки, вернее, они очень сильно узкие, вот и идти неудобно, ящик бьется. Фу, да, уже путешествие получается. Надеюсь, что и рыбалка будет тоже вот такой. Да, вот этот мост у нас называется Северный объезд, он является стратегическим объектом. Вот здесь спускаться нельзя, естественно. А вот там есть спуск, где, ну, такой технический спуск он называется. Вот, по нему можно спускаться рыбакам. Вот, мы запарковались на той стороне, но, видите, машины стоят. Кто-то выворачивает, получается, колеса, встает вот так на мосту, не боится, что их эвакуируют, и все. Но мы так делать не стали. Закононарушение, и мне кажется, что те, кто тачки эвакуируют, им, в принципе, похрен, они с вывернутыми колесами могут тоже эвакуировать. Что, остался последний шаг. Вот он, спуск. Ну, так сказать, технический спуск. Это не технический спуск.
Это спуск, который рыбаки сделали сами. Тут надо, наверное, на попе скатываться. Че, пацаны, кто первый? Да. Ой-ой-ой. Тут же нет. Блин, пацаны, это... Ё-моё. Падение на падении, блин. Ручку, я что, девочка тебе, что ли? Меня на рыбалку как садик водить не надо. Ну все, осталось совсем чуть-чуть. Девочка-то. Девочка не девочка, а, бля, валяться будешь потом с поломанным копчиком и жалеть, бля. Тебе не надо ручку. Тебе ручку не понравится. Все, почти добрались. Запретная зона написано. Рыбалка в запретной зоне шокирует, наверное. Надеюсь. Что, друзья, товарищи, мы почти на месте. Вот, получается, здесь такой припай под мостом. Он и с этой стороны, и с той стороны такой же припай. Это котлованы вырывали, когда строили Северный Объезд, что это мост. Вот, здесь очень хорошая яма. По рыбе тут есть все. Вообще и хищник есть, и мирная рыба. Что будет сегодня, не знаю. Сейчас мы вот тут найдем местечко. Я рыбачил обычно вот где-то здесь метров 8 было. Поближе к припаю надо, вот. И тут раньше очень большие лещи ловились. Надеюсь, сегодня будет то же самое. Пойдем ставить палатку. Ну что, мы нашли участок перспективный с рыбой. Короче, друзья мои, пробурились от 5 до 9 метров. Вот рыбу нашли. Ну, перспективный участок, скажем так, где она ходит в эхолот, поднимается, где бугры по дну, где в перспективе есть крупный лещ. Вот. Эта глубина 9 метров получилась. Естественно, закормим. Сегодня у меня прикорм с запахом шоколадки. Здесь течение немножко есть, поэтому я его переувлажнил. Вот, и молотое пшено добавил. Вот, и в последнее время что-то им стал немножко злоупотреблять. Но на самом деле мирная рыба любит пшено и зимой, и летом. Просто фишка в том, что зимой, допустим, я часто видел, как мужики там сухим пшеном кормят, либо просто вареным пшеном, то есть крупной фракцией. Не стоит этого делать. Если сделать молотое, мелкое пшено, вот в таком виде оно хорошо работает при корме. Вот, но желательно сначала, конечно, замесить прикорм. Вот, то есть его замесить, увлажнить, а потом уже добавить пшено. То есть заметьте, какая лунка голубая, видите? Красота, значит, вода чистая. Экология улучшается у нас, ребята. Все хорошо. Сейчас еще рыбу будем колбасить. Ну, я надеюсь, что будем. Что, Илюха, ты-то помнишь, как прикармливать? И я? А ну так. Что, одной же достаточно, да? Да, давай пока много не будем. Потому что кто его знает, сейчас уже все-таки дело глухозимья, у нас рыба капризничает в последнее время, поэтому Как тут твоя чудо? А, аккуратно опускай, чтобы не вытряхнулась она у тебя. Вот, все, поехали. На дно опускаешь и дергаешь. Все легко, как говорится, и просто. капец тут глубоко. Удобно с такой удочкой или нет? Да. То, возможно, скоро будем продавать такие. Готовые наборы с кормушкой. Ты бы купил? Ну такую, да, что нет. У меня такой нету. Скоро будет. Так, Илюха попросил помочь ему определиться с удочкой. Ничего себе, Илюха, это... А, Илюха, это та удочка на чинах. Ты нашел, Да, когда да. мы рыбачили. Так. Так, Карася таскал. карася он таскал. Понятно. Но здесь, что? Нет, она тут не пойдет. Мормышка свинцовая. Тут глубина, где мы стали 9 метров. Тебе надо с мормышкой что-нибудь типа... Ну, шайбочка тоже вряд ли пойдет. О! Сырный кубик, кстати. Где У он у меня тебя? есть такой еще сырный. Так. Тяжелый прям. Да. Слушай, а пробуй на него. Если на безмотылку не будет, мотыля цеплять. Потому что тут как бы... Не знаю, будет тут лещ, подлещик брать на безмотылку. Это все под вопросом. Ну, короче, пробуй на него. Если что, можно мотыля подсадить и на стоячку. Давай, дерзай. Ну что, мы все. Закинули снасти. Вон, килок длинный, чтобы было красиво видно. Лещевые поклевки. А рыба-то ходит. Пока поклевок не было, рыбы много в эхолот. И от дна, вон, в полводы, видите, слева от экрана. Полвода вообще много рыбы. Но ничего, мы закормились. Надеюсь, сейчас все попрет у нас. И романтика, как всегда, чтобы было тепло. Ай, красота какая, друзья мои. Уже, что ты ржешь, не смешно. Вот что ты ржешь? Романтика. Романтика. Это поцелуй вам, дорогие зрители. Всех. Чем надо поздравить друзей? Всех с наступившим Новым годом. Да. С Новым годом, друзья, чтобы было счастье у вас, чтобы вы также рыбачили и ловили. И кайфовали. И кайфовали, да. Ну давай на камеру
подними килок. Большой, крупный лещ. Шокируй всех, пожалуйста. Ты же это можешь сделать. Ты же на это способен, мы же это знаем. Ой, Илюха, поклевка. Есть. Тащишь? Да. Рыб. О, и у меня, смотри. Есть. Это ты меня зацепил, поди. Не-не-не. Как клюнуло у тебя? Подняла. Со дна? Да. Ну вот. Что-то есть. О, тихо. Тяжелая? Ой, подлещик. Вот он. Ух ты! Вот он. Покажи его. Вот он. Новогодний подлещик. Есть, ребятки, есть. Наконец-то я разловился. Ай, Я же сказал, я тебе молодец. покажу, как ловить рыбу, блин. Да у меня была поклевка Учись, сейчас. сынок. У меня тоже в этот момент клюнуло. Так, ну эта картина уже радует. А ты что-то сменил какую-то снасть, да? Да, я поставил шайбочку, потому что... На шайбочку. Вот, ребят. В общем, надо экспериментировать, Вот она. возможно. Вот она. Со дна, да, была поклевка? Да. Ё-моё, что там происходит? Друзья, там что-то страшное творится. Что там? Что там? Интрига. Интрига века. Сюда? Не знаю. Щука, походу, огромная. Так, группа поддержки бежит. Погром? Ага. Так, интрига. Вытащат ли мужики крупняк? Что-то там хищное и огромное, походу. Кстати, может лещ вполне быть. Они на что? Они на балансир ловят, по-моему. Балансир видно? Сейчас достанет, увидим. Ребята, интрига, друзья мои. Мужики, ё-моё, сейчас багор сломает. Охренеть. Ё-моё, там что-то огромное. Ай-яй-яй. Он вообще... О, ни хрена себе. Килограмм на 6 щука. Серьезно? Да. Поймали. Щука огромная. Щука? На балансир ловят. Килограмм на 6. Охренеть. А, у него там еще одна он лежит. Это уже не первая. Короче, пошла рыбалка. А ты тут со своими подлещиками, Илюха. Иди балансир, ты же вроде собирался сегодня. Сейчас, если прекратится, пока это дает возможность, я буду возможность брать. Ты, короче, Когда это... возможность давать перестанет, я буду другую возможность брать. Нам тут зрители пишут: ребята, ездите в Якутию, ловите щук 6-килограммовых. Они вот у нас прям в черте города клюют. Илюха, что ты на это скажешь? Я буду ездить в Якутию, денег дайте, я поеду. Дайте денег. Не, на самом деле это какая-то удача, наверное. Да? Или нет? Может быть, сейчас просто выход пошел. Да, друзья, но в любом случае это знак, потому что эхолот показывает и белую рыбу крупную, которая ходит. Вот Илюха поймал подлещика. Вот, это значит, что и мы тоже половим. Не, щук, конечно, здорово, но просто наблюдая за мужиками, видно, что это случайная поимка. Это надо, должно повезти. Тут рыбаков много. Вот, поймали только они. Они поймали вот до этого одна там видели рядом лежит килограмм на 1,5. И вот это на 6 где-то. Ну так, по моему нескромному мнению, не меньше. Вот, короче, здорово. Я думаю, что сейчас и мы полнем. Но если действительно проклюнется щука, мы тоже с собой взяли снасти на хищника. Ну пойдем тогда, балансировать и блесните, что делать. Но Илюня все верит. Щука-то щуками, но Илюха верит в свою снасть. Свою хитрую мормышку, на которую, если он поймает, мы, конечно же, вам ее покажем. Такая плавная проводочка у тебя. Оп, поклевка, что ли? Есть. Ой-ой-ой, что-то тяжело идет. Походу ты меня зацепил. Не-не-не, он дергается. У меня что-то с мормышкой. Тихо. Что, хороший лещ, да? Ну что-то Походу. потяжелее, чем тот шел. Не спеши, это может вообще какой-нибудь окунь быть. Это лещ. Ёлки ты палки. Вот она. Красота. Вот он, красавчик. Хорош тот учитель, если ученик его превзошел. Покажи мне рыбу свою. Сейчас, секунду. Мормышка. Превзошел. Сейчас я тебя надую. О, О, подлещик. Короче, на шайбу, да, берет? да, красота. Красота. Илюха, показывай сразу мормышку.
Чтобы зрители наши знали, на Вот чем мы ловим. Так, подожди, Медный, подожди. темный медь, или как называется? Так, ну-ка. А, ну вот, ребят, смотрите, получается шайба медная, да? Ага. И с пучком мотыля у тебя. Да. Ага, вот на что, собственно, ловится рыба, когда она капризная. Вот, Ага. имейте это в виду. Я же сказал это самое в самом начале. Сейчас я тебе покажу, как рыбу ловить. Молодец, я за тебя рад. Опа, ну наконец-то. Вот и сенсей, как говорят мои напарники по рыбалке и друзья, отловился, да? Да, Илюня, так же вы говорите? Угу. Угу. Я, походу, тебя зацепил. Да Подозрения нет? О, ну вот, друзья, что тут скажешь? Шайбочка работает. У меня, конечно, не медная, она как у Илюхи, серебряная, но работает, клюет на опускание. Вот так вот. Друзья, мы тут сегодня с нами подписчик на рыбалку напросился. Вот. Ну как напросился? Просто? Да, ну, не напросился. Говорит, ребят, хочу с вами съездить, порыбачить вместе. И вот, надо пойти помочь человеку, который с нами. Илюха, у тебя есть, да, шайба? Я что-нибудь придумал. Сейчас что-нибудь придумаем, в общем. Ты здесь все рыбы не поймаешь. Всю рыбу не переловишь, конечно. Ух ты, ё-моё. Сергей, поздоровайтесь на камеру. Всем привет. Как у тебя на ютубе ник? У меня 3Z, танк 3Z. Танк 3Z. Вот, танк 3Z. В общем, клюет на эти. Клюет на шайбы. Где у тебя шайбы? Может вот эта мормышка сработать. Короче, клюет на опускание. На опускание Я поклевки. уже минут 15 играл. 15 сантиметров одна. А у меня, по-моему, такая Вот так есть. вот. Плавненько. У меня, по-моему, такая есть. Че у тебя арсенал какой? Илюх, да ты богат. У деда натырил. У деда натырил какого? У жены дед, дедушка. Так. Он уже давно не рыбачит, но у него дофига снастей. И вот А-а. перебирали, короче, шкафы. Я наткнулся на кучу советских мормышек, которые еще запечатанные были. Вот я их. Слушай, надо их и сегодня нормально. попробовать, коль такое дело, да? Ну, Вон, смотрите, друзья мои, что здесь, собственно, происходит. Все мужики взбодрились после поимки большой щуки. Вон они все. Бурят и все балансирят. Вон. Но я, честно говоря, больше ни у кого рыбу не видел, только вот этот дяденька поймал двух. 15 сантиметров одна. Ну, будем наблюдать за всеми, ребят. Я не упущу кадров. Если будет щука, я, конечно, сниму, все покажу. А вот в этой палатке рыбачит красивый молодой человек. Дверь закрою, блядь, тебя в гости не Не приглашали. мучились. Ты чё, как ты тут расселся, Димоныч? У Офигенно. тебя тут раз удочка, два удочка. У тебя тут вообще хорошо, Димон. Тебе прекрасно, только рыба не клюет. Нет. Ставь шайбу. Не, реально, на шайбу, на опускание, на плавную игру. На стоячку вообще не берет сегодня. Пробуй. Если нету шайбы, Илюня у тебя угостит. Сейчас, блин. Есть у тебя, да, шайба? Да, сейчас. Давай, Димон, мы все за тебя болеем, давай, не мерзни здесь. Я пошел тоже колбасить рыбу. Да, друзья, товарищи, рыбаки, рыбачки, рыбалка сегодня, конечно, не из простых, мягко говоря. На улице погода меняется. То снег, то ветер, короче, видимо, в этом дело. Но тем оно интересней. У нас с Илюхой счет сейчас 4-1. Он взял 4, я 1. Так что сегодня у нас еще одна интрига, кто кого обловит-то. Илюха. Кто выиграет, Илюха или Никита? Ну, в любом случае, Илюха уже выиграл, потому что он определил, собственно, то, на что лучше всего сегодня клюет. И мы все сидим на шайбе. И Димон, и Сергей тоже поставили. Даже у Сереги была поклевка. Была, да, у него? Ну, сошло у него. Ну, вот видите, шайбы работают. Вот, но в этой снасти есть еще очень важный нюанс. Это же дело-то не в снасти, да? Мормышки, да? Вот, чтобы ловить на шайбу, и чтобы ловить у такого пассивного леща и подлещика, нужен вот такой вот длинный кивок. Это очень-очень важно, потому что он в основном поклевки на опускание идут. Вот. Ну и чтобы правильно, скажем так, задать игру и лучше увидеть поклевку, обязательно нужен длинный кивок. Опа! Слушайте, ну я не знаю, эту поклевку даже не видно было, если честно. Она просто... Кивок как был прямо, так и был. Я не знаю, это рили шок-контент сегодня, а не клев. Дядя Илюха, он балансировать собрался. За щукой идти. А я что-то тащу. И вроде даже сопротивляется кто-то. Ух ты, сейчас-то начал давить.
Ну вот, всем известная рыба. Смотрите, как он жадно шайбочку проглотил. Такой подлещик. И, кстати, кушает прикорм, он, видите, он им какает. А если он какает, то ему либо страшно, либо он ест. Варианта, собственно, два. Но я думаю, ему не страшно. Он просто любит повыпендриваться. Вот и вся история. Вот, один мужичок, смотрите, куда пошел. В опасное место, на самом деле. Потому что где мы рыбачим, здесь получается такой припай, залив замерзший, да? А он прям на кромку пошел. Сейчас посмотрим, какая там толщина льда. Но вообще, ребят, этого никогда не надо делать. То есть к кромке, ну, подходить опасно. Есть. Конечно, по рыбе-то может все быть интересней. Блин, Илюха что-то тащит в этот момент. Пусть Илюха тащит. Илюха сегодня в ударе. Не, нормальный лед там, не тонкий. Что же тащит Илюха? Что там? Что там? Кто там? Что за рыба? Ну, что-то небольшое. Плотва, наверное, по-любому. Подлещик. Подвесичек. Ах, ты как разошелся-то, молодой человек. Я, честно говоря, за тебя рад. Я-то как рад. Вот многие, когда кто-то кого-то облавливает, не рада, я очень сильно рад, потому что, ну что, я вот я наловился рыб. Как бы. Ну не то, что наловился, хочу половить, я сейчас буду ловить. Но я рад. Как я рад, что поехал в Ленинград. Да. Давай, лови. Налавливайся. У меня тут уже не мотыля, сопли висят. Так на них и надо ловить. Дай мне мотыля еще, пожалуйста. Слушайте, сегодня удивительный день. Была большая щука, но самое удивительное, это он дядька, который под опорами вообще рыбачит. Я не знаю, как он туда попал. Там очень сильное течение, там очень сильно опасно. Там вообще, блин, все в промоинах. Но он рыбачит там. Он ничего не боится. Охренеть. Я бы, если честно, не рискнул. Этот парень, короче, только это открыл палатку, чтобы пойти побалансировать. И тут покажи размерчик. Что это такой? Ух ты, ну это, слушай, 500 грамм. Почти лещ. Почти лещ. Иди давай щуку лови. Щурятник, блин. Как быстро вы передумали, молодой человек. Да не говори. Рыба умеет внушать другое мнение. Ты думаешь, это был знак? Не знаю, но я все равно хочу сходить маленько побалансировать, потому что долго, когда сидишь, во-первых, спина болит, во-вторых, ноги затекают, в-третьих, маленько подмерзать начинаешь. Надо походить маленько, погреться. Ты опусти мне удочку, я буду за двумя наблюдать, а ты иди балансирь. Ага. Я тебя буду камерой снимать. Если что-то клюнет, ори. Вот Ори, вот, багор! вот так вот. Нет, тут принято орать багор, мы же уже слышали. А если плотва клюнет с палец, тоже кричать багор? Вообще, если хоть что-то клюнет. Че, Димон? Штучки 3-4? Да. Вот, посмотрите на эту поклевку, на стоячку. Короче, я походу кое-что понял. Не обязательно ловить на игру, можно ловить на стояк. Но сейчас, если поймаем, то это правда так. И я расскажу, собственно, что происходит и что я придумал. Ну давай, поднимал уже кивок. Давай. Это может быть крупный лещ. Он так любит клевать. Опа, друзья, видели, да? Вы это видели? Я знал, что это сработает. Нет, сработало не то, что я до этого хотел рассказать. У меня была теория, что будет клевать на стоячку, но ставить только надо мормышку в 10 сантиметрах от дна. Но это была одна поклевка, но тут я сейчас сделал другую. Другую хитрость сделал. Хитрость.
По-другому не скажешь. Слушайте, по-моему, рыбка-то нормальная. Идет тяжело. Тяжело идет. Вот это. Это хороший подлещик. Хорошенький. Что, тоже есть, да? Илюха что-то подсек. Нет. А? Ну, сейчас я вам покажу. В общем, тут дело похоже в мормышке. Ну, или в подаче мормышки. Вот, друзья мои, смотрите. На мормышку, которую я поставил. Ее вес всего лишь 0,14 грамма. Ну вот. Лещ он, ну, я не знаю, каким образом, это просто, опять же, в теории, возможно, но замечен такой момент, что он как будто бы на желтый цвет иногда реагирует. Вот, я, получается, поставил на мормышку, получается, желтая бисеринка. Вот, на легкой мормышке. 0,14 грамма весом всего лишь. Ну вот, обратите внимание, у нее крючочек очень маленький, очень тоненький, чтобы мотыль не вытекал. Здесь суть-то в чем получается? Ну, я не говорю, что это возможно, сейчас я начну косить. Ну, по крайней мере, поклевок не было полчаса, только поставил эту мормышку, клюнула. Суть в том, что у меня тут леска стоит 0,9, не самая тонкая, там не 2,05, не 2,06, которая, по сути-то, нужна, да, для такой очень маленькой мормышки. Но вот здесь суть-то в том, что я вот, смотрите, цепляю 2 мотылечка, 2, не пучок, всего лишь 2 штуки. Вот, и у нас получается очень-очень плавная игра. Да, опускать долго. На такой леске 0,9, 0,10, такую маленькую мормышку долго опускать получается на 9 метров. Это действительно, это правда, но в этом-то и соль. Получается, подача очень плавная, и капризная пассивная рыба на это бывает очень-очень хорошо реагирует. Ну вот, одного выловили, надеюсь, что... Ну что надеюсь? Я надеюсь, что сейчас попрет, друзья. Я хочу половить, покайфовать вместе с вами. Какая же капризная рыбалка сегодня. Но это не говорит о том, что крупная рыба не берет. Ее тоже таким же образом можно разманить. Я бывало на море у нас, на Обском водохранилище, крупных окуней разлавливал таким способом. Только там у меня доходило до того, что я на 0,12 леске ставил мормышку. 0,12-0,14 грамма. Она еще плавнее опускается. И бывает, это раздразнивает, правда, вот такую вот пассивную рыбку, как сегодня. Опа! Да. Я краем глаза даже увидел. Ты увидел эту, да, поклевку? Краем глаза. Я надеюсь, что в камеру это тоже будет видно нашим зрителям. Потому что это прям чудо-чудная, а не поклевка, я бы это так назвал, если честно. Может, это плотва? Что достаточно высоко взяла, в метре. В метре от дна. Тут как бы плотвы-то тоже достаточно, блин. Что-то ее сегодня не видно. О, такой вот подлещик, капризный, новогодний. Всех поздравляет с Новым годом 2025 года и желает, чтобы все было наконец-таки во всем мире хорошо и прекрасно у всех. Друзья, ну что, всех с новым 2025. У нас рыбалка подошла к концу. Половили. Меня Илюха облатошил со счетом 5-4. Но у нас больше всего облатошил вон там молодой человек. Вон тот в красном куртке и в шапочке какой-то. Тихоря нам ослахтил. Он поймал штук 20. Короче, рыба есть. Ловить надо уметь, блин, да? А мы не умеем. А мы не умеем. Да нет, тут дело, я думаю, не в этом. Тут дело в этом. Да. Друзья, всем ни хвоста, ни чешуи, здоровья, счастья. Успехов, благополучия, прекрасного года, не такого, как прошлый. Желаем, чтобы у всех все было хорошо, мир над головой. И рыба, чтобы ловилась всегда только мешками. И вы получали истинное удовольствие от процесса. И клевало так, чтобы трещало все. Особенно лед. Особенно лед. Да. Всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.